Итак, у нас с вами третья дисциплина, первый тайм. Идет разминка. Участники разделились по жребию на две команды. Одна команда одела красные жилеты, вторая команда одела синие жилеты. Сейчас идет подготовка. И скоро начнется первый тайм. Обязательно на соревнованиях наших присутствует медицинский работник. Для того, чтобы в случае необходимости оказать помощь. Но пока такой необходимости у нас не было. И это залог хорошей подготовки участников, правильной методики тренировки. Обязательно осваивают азы специальной акробатики на жесткой поверхности и специальной акробатики уже непосредственно на снаряде. Игра ролл-кросс фрисби очень динамичная. Очень много вариативных моментов. Вроде бы участник, спортсмен, стоит на доске, но он постоянно двигается. Итак, началась игра. Команды приветствуют друг друга. Важна доброжелательная атмосфера, без излишней агрессии. И вот команда в синих жилетах разыгрывает, дает пас, и начинается от ворот атака на цель, которую защищает команда в красных жилетах. Идет позиционная борьба, длинная передача, выход на удобное для атаки место, позицию. И вот длинный неточный бросок, и диск будет вводиться командой синих с боковой линии. Красные жилеты ввели диск. Вот видите, как игроку в левосторонней стойке немножко неудобно было. И вот длинная передача и удачный бросок, метание диска, и 1-0. Вот игрок в команде красных жилетов продемонстрировал нам переключение платформ. Кстати, это очень полезный технический элемент, который в корне меняет тактический рисунок игры, потому что игрок может моментально переключиться на другую позицию. Атакует команда в красных жилетах. Синие защищаются, держат круговую оборону. И вот точный метание диска, счет увеличился. Напоминаю, мы ведем репортаж соревнований по ролл-кроссу в третьей дисциплине. Соревнования проходят в один день, одна за другим. И вот красные отлично вышли на атакующую позицию, и счет 3-0. Игра только началась, поэтому все впереди, вся развязка впереди. Синие немножко кучновато играют, короткие передачи диска. И вот очередная атака не увенчалась успехом. Вводят красные. Вот атака с левого фланга. И промах. Синие опять от своей цели. И вот быстрая передача, но неточный бросок. И вот неудачный пас красных. Здесь переходит к команде в синих жилетах. Снова вводится от стойки.
По центру атака, уход на левый фланг. Вот передача, быстрая передача и атака в штангу. Опять промах. Красные ввели. Вот у красных явно, что игрок с правого фланга не в той стойке, в которой ему удобно играет. Снова синие. Очень динамичная игра. Вот короткая передача на коротком дистанции. Отличная. И вот столкнулись два участника, траектории пересеклись с одной команды. Здесь переходит игрокам в красной команде. Передача на левый фланг. Вот здесь ему удобно играть. Длинная передача, точно, отличная. Перехватил мяч, принял. И с левого фланга результативное метание диска. Счет увеличивается 4-0. Синие атакуют по центру. Не так широко играют. Может, это им не дает возможность выйти на удобную позицию. Хорошая атака. И легкое касание штанги не привело к падению цели. Счет сохранился. Отличная передача в разрез на левый фланг. Снова передача. Длинная передача через всех игроков. Снова выбор удобной позиции для атаки. И красные промахнулись. И вот сейчас они сразу уходят в оборону. Напоминаю, правила игры в Rullecross Frisbee запрещают команде атакующих заходить за внешний круг, который вокруг стойки с мячиком. Позиционную ведут игру. И вот первый результативный бросок. Диск попадает в штангу и сбивает мячик. Красные разыгрывают от своей стойки. Вот поменяли позицию, поменял игрок красных. И он вышел на удобный для себя фланг. И это должно принести свои плоды. Атакуют синие. Очередная атака. И вот они уже сокращают разрыв в счете. Со стороны может казаться, что игра не такая эмоциональная, увлекательная. Но однажды поиграв, она все тянет, притягивает. И вот идет атака, переброс и неудачный переданный диск. Игру начинает синий. И вот синий игрок вырвался вперед и сбивает диск практически без игроков обороны. На спортборде практически невозможно просто стоять. Он должен постоянно двигаться. Это и придает динамичность, свой такой шарм игре. Вот левый фланг на правый фланг. И вот сейчас игроки красным очень хорошо расстановка у них правильно по управлению снарядом. И вот длинный пас и очередная атака. Снова счет увеличился. Синие водрузили зеленый мячик на стойку, которую они защищают, и начинают от нее атаку. Очередная атака, и вот опять не в пользу синих. Легкое касание, и мяч остался на стойке. Красный, и вот тут такой интересный комбинация. Красный терял равновесие, а синий у него вырвал диск. Но здесь мы играем без судей, и принимается решение только по обоюдному согласию. Это, кстати, так и играют во фрисби. Это вот фрисби, та игра, с которой мы взяли вот этот элемент диск в игровой форме. И вот атака, очередная атака красных. Передача, пас. Попытка выбрать удобное положение для атаки.
и промах. Первый тайм закончился. Сейчас у нас начинается с вами второй тайм. Второй тайм. Первый розыгрыш. Команда красных от своей стойки. Команды перешли на другую половину. И вот красные атакуют по центру. Передача на левый фланг. Удачно. Переброс. И переброс. Отлично играют. Красные чувствуют. И вот опять неудачно запущен диск. Промах. И аут разыгрывают синие. Промах. И опять красные. Промах красных. Ну вот здесь уже ситуация постепенно выравнивается. Начали красные промахиваться, и синие больше реализуют голевых моментов. Синие по центру, передача на левый фланг. Пас на коротком расстоянии обратно. И опять повезло красным. Диск коснулся мячика, и он не упал. Разрыв в счете минимальный сохраняется. Красные разыграли. Перекидывают через игрока. Позиционная, отличная передача. И неудачно сделан пас. Синие поднимают, атакуют. И промах. Очередная атака красных. Пас хорошо передан. И вот здесь сошел игрок красных с диска, с доски. И диск переходит синим. Вот такие правила нельзя играть, если мы касаемся поверхности. Красные по центру атакуют. Хорошо выходит на левый фланг. Отдает в центр. И отличная защита красных. Не дает возможности им набрать еще одно очко. Но здесь атака увенчалась результатом. По центру начинают красные. Передача на левый фланг. Вот один из игроков красных опять стоит не в том положении удобном. И несмотря на это, два игрока разыграли. Точные метания диска. Разрыв в счете увеличился. По правому флангу в центр смещается левый фланг. Атака. И вот здесь игрок в синем нашел точку, с которой он попадает в штангу и сокращает разрыв. Красные по центру, на левый фланг, хорошая передача и точный бросок. Разрыв в счете увеличивается. Красные сразу ушли в оборону. Синие. И опять из того же положения немножко проехал. Отдает пас. И красные успешно защищаются. Опять по кругу. Атака синих. И мяч падает. Счет практически равный. Передача на правый фланг. Вот сейчас снова красные правильно разделали расстановку. И это принесло свой эффект. Когда игрок играет только в односторонней стойке, ему неудобно заезжать спиной к стойке. И поэтому, осваивая технику переключения платформ, это очень перспективный
техническое развитие. Можно сразу же тактический рисунок изменить. Но это не простое техническое действие. Его надо настолько отрабатывать свободно, чтобы во время игры. И вот очередная атака красных. Вот он с удобной для себя позиции атакует и приносит очков в копилку команды красных жилетов. Атака по левому флангу. Синие. Попытка растащить защиту. И вот пристрелялись синие. Счет практически равный. По-моему, 2 очка проигрывают синие. На этой площадке тренировки занятия проходят уже 6-й год. Деревянное покрытие, но в ближайшие дни занятия уже будут проходить на открытых площадках, асфальтированных площадках. Потеряли диск красные. Синие вводят из-за боковой линии. Метать диск надо очень аккуратно, реализуя его аэродинамические характеристики. Метать, учитывать траекторию. Причем траекторию можно очень разнообразную придавать. Можно даже по технике бумеранга. Так, длинная передача. И вот здесь вот красный игрок в красном жилете перехватил диск, но сошел с него, поэтому должен был отдать диск синим. И синие воспользовались такой ситуацией. Синие ушли в защиту. Красные атакуют по центру. На левый фланг. Точная передача. Попытка обмануть. Снова игроку на левый фланг. И неточный бросок. И диск попадает в зону красных. И синие воспользовались такой ситуацией и сокращают счет до минимального. Разрыв 1 очко. Простая конструкция позволяет мобильно устанавливать такие стойки в любой площадке и играть в эту замечательную игру Rollcross Frisbee. И вот результативность игрока в красном жилете переносит очки в копилку команды. Напоминаю, мы продолжаем репортаж соревнований по роллкроссу, посвященных Дню Победы. Это 3-й уже этап соревнований. Сначала посоревновались в личном первенстве в скоростном маневрировании, затем в круговом спринте, одной из самых зрелищных дисциплин. И сейчас играют уже в командную игру командного характера. И вот игрок в красном жилете занял правильную позицию, правильный фланг. И это позволяет ему один за другим приносить очки в копилку команды в красных жилетах. Синие в очередной раз разыгрывают диск от своей стойки. Начинают по кругу искать удобное для атаки место. И промах. Чтобы играть в игру в Rollcross Frisbee, надо в совершенстве владеть техникой управления спортбордом, чтобы не причинить никому вреда. Это не 1 год тренировок. Но когда уже игрок осваивает
такой уровень управления снарядом, он же получает истинное удовольствие от игры роллкросс фрисби. Итак, закончился основное время, 2 тайма, счет 11-11, и будет 3 буллита. Вот сейчас выходит синий на и промах. Не реализовал возможность заработать очки. Условия: игрок должен метнуть диск, не пересекая вот линию между красными фишками. И красные тоже промахивается. Счет 0-0. Какая же команда сегодня у нас выиграет? Итак, синие. А синие результативно игрок метает. Красные. И красный результативно. Счет 1-1. Итак, осталось еще по одной попытке. Синие и синий результативно 2-1. И осталась надежда, завершающий бросок красных. И промах. Итак, сегодня в напряженной борьбе победили синие. И мы подводим итоги сегодняшних соревнований. Судейская коллегия подписывает грамоты призерам, победителям. Соревнования прошли очень здорово, эмоционально. И сейчас игроки снимают жилеты, готовятся к проведению церемонии награждения. Берут свои снаряды, на которых они успешно выступали. Даже если не заняли призовое место, то получили массу удовольствия, хорошего настроения. Ну что, мы отпраздновали 9-й День Победы своими победами в роллкроссе. И это, в общем-то, знаменательно. Состоялись соревнования. Очень приятно было участвовать, судить, и уровень очень высокий. В дисциплине скоростное маневрирование буквально исход решали десятые. Что такое десятые секунды? Это буквально 2-3 движения, 2-3 движения, и ты уже там. Поэтому вот так. Третье место в дисциплине скоростное маневрирование занял Иванов Андрей. Второе место занял Абакумов Даниил. Борьба была упорнейшая. Буквально, сейчас, если посмотреть, 2:11:85 у Гущина Данила. Он занял первое место. Данил. Года 3 у нас участвуют, 4, да, соревнования. Ну вот, видите, люди, роллкросс уже в мир давно спортивный вошел. А Данил Абакумов 2:12:52. Это у них в первой попытке, оба без штрафа. И если мы посчитаем, здесь получается 15,67 проиграл. Представьте, как 67 это вот буквально. Все, молодцы. Следующая дисциплина в спринте. Третье место в спринте занял Иванов Андрей. И исход решал фото-финиш, поэтому тоже очень все напряженно и интригующе. Второе место. Ну, видите, какие медали я экономлю. Опять же, я, получается, да? Ну, второе. Да. Все, спасибо. Сюда. Лишним не будет. И первое место опять, буквально, наверное, минут 10 судейская коллегия обсуждала фото-финиш и занял Гущин Данил. Буквально несколько сантиметров. 2 первых места. Молодец. Сегодня у нас самбо рулит. Самбо же занимаешься? Я думаю, кто не будет
какой-то международного конфликта. Ромкросс, отечественная система, а Амос отечественная система. Поэтому две отечественные системы тут вижу. Так, и у нас Ромкросс Фрисби. Игра сегодня была, ну, не менее интригующей, бескомпромиссной и по-доброму азартной. И вот вроде вначале расслабились, да, но потом догнали, а потом снова проиграли. И по булитам у нас победу одержала команда синих жилетов, можно сказать, ветераны Ромкросса. Они все-таки марку не уронили и занимают первое место. Ну, это вы сами поделите. Вот награждает команду, занявшую первое место, Ромкросс Фрисби. Всем участникам памятные календари от Наши соревнования поддерживает администрация Аджикинского района, спорткомитет. Ну все, большое всем спасибо, особенно спасибо у нас судейская коллегия, семейный, можно сказать, трио семейное, Павел, Светлана и Дима. Они уже, так скажем, в Ромкроссе начинают не первые шаги, а уже первые соревнования. И Надежда Павловна, наш ангел-хранитель медицинский, мы будем стараться Обязательно. безопасно. А я на страже вашего Все, всем всего доброго, всем еще раз с праздником День Победы, мы прошу встречи. Соревнования Если кто снимал, ну, я думаю, что никто не завершились удачно. потому что о нас вот Все довольны, хоть нас и немного. Мы первые развиваем это физкультурно-спортивное направление в таком формате. Но надеемся, что нас поддержат другие любители активного отдыха. Итак, соревнования закончились. Все очень здорово. Следующее 5